Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела вам предложить связать вот такой вот милый узорчик ажурный. Состоит он из таких вот дорожечек. У меня их 4 штучки набрано. Дорожка одна состоит из 8 петель. Между ними 2 изнаночные петельки. Вот. Если хотите, можно набирать 2 дорожки в одну сторону. Если хотите узор такой, можно набирать и так. Например, при вязании сверху вниз красиво будет смотреться вот эти 2 дорожки. То есть, когда мы переворачиваем узор, у нас выходит как косичкой. Так, приступим. Так, для начала нам надо отделить, где у нас будут дорожки, где будет перегородка между ними, да? Для этого, кромочную всегда снимаем. Потом у нас идет 1 изнаночная и 8 лицевых петель. Заканчиваем 1 изнаночной. Вот у нас один раппорт готов. Дальше опять вяжем 1 изнаночная, 8 лицевых. Одна изнаночная. Второй раппорт у нас готов. И так продолжаем до конца. 1 изнаночная, 8 лицевых. И заканчиваем 1 изнаночной. И снова 1 изнаночная, 8 лицевых. И 1 изнаночная. И у меня кромочная петелька. Так мы отделили наши дорожки. По изнаночной стороне мы вяжем по узору. То есть над лицевыми петлями мы вяжем лицевые, над изнаночными вяжем изнаночными. То есть 1 лицевая, 8 изнаночных. Одна лицевая. Опять повторяем: 1 лицевая, 8 изнаночных. Заканчиваем 1 лицевой и кромочной петлей. Итак, мы отделили наши дорожки, пометили, где они у нас будут. Дальше смотрим. Узор у нас идет слева направо, а на второй идет справа налево. То есть мы вяжем зеркальным отражением. И вяжем таким образом. Кромочная, изнаночная. Она у нас будет всегда изнаночная идти. Это разделительные полосочки наши. Так, изнаночная. Дальше 4 лицевых. Следующие 3 петли надо провязать вместе за заднюю стенку. Вот так. Дальше делаем накид, лицевая, накид. Дальше у нас идут 2 разделительные изнаночные. Мы их провязываем изнаночными петлями. Вот наш раппорт готов. И теперь делаем в зеркальном отражении. Мы закончили накидом, лицевой, накид. Здесь делаем то же самое. Накид, лицевая, накид. Дальше идет 3 петли вместе за заднюю стенку.
и 4 лицевых. Две изнаночные и повторяем узор. 4 лицевых, 3 петли вместе за заднюю стенку, накид, лицевая, накид, 2 изнаночные, и в зеркальном отражении накид, лицевая, накид, 3 петли вместе, 4 лицевых. И так до конца. В изнаночном ряду вяжем по рисунку. Там, где лицевые, мы вяжем лицевые. Там, где изнаночные, мы вяжем изнаночные. Наш накид провязываем изнаночной петлей. Продолжаем наше вязание. Заканчиваем кромочной петлей. И так у нас начинает формироваться наш скос. Теперь мы должны переносить его каждый раз на одну петлю. Получается так. 1 изнаночная. Теперь 3 лицевых. Дальше у нас идет 3 петли убавки в одну петлю, накид, лицевая, накид, и остается 1 петля лицевая. То есть тем самым мы смещаем наши дырочки каждый раз на одну петлю. И в другую сторону мы делаем зеркально. То есть у нас идут 2 изнаночные, дальше 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 3 петли вместе, и остается 3 лицевых, 2 изнаночных, и повторяем наш раппорт. 3 лицевых, 3 петли вместе, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные, и в зеркальном отражении лицевая, накид, лицевая, накид, 3 петли вместе, и остается 3 лицевых, 1 изнаночная, и так продолжаете до конца. Опять у нас идет изнаночный ряд, который мы вяжем по рисунку. Так, у нас идет опять лицевой ряд. Переносим еще на одну петельку. То есть мы вязали 3 лицевых, теперь у нас идут 2 лицевых, 3 петли вместе, накид, лицевая, накид, и остается 2 лицевые петли. Дальше опять провязываем 2 изнаночные,
И вяжем в зеркальном отражении. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 петли вместе и остается 2 лицевых и 2 изнаночные. Опять у нас идет раппорт. 2 лицевых, 3 петли вместе, накид, лицевая, накид, 2 лицевые. Потом идет 2 изнаночные и новая дорожка. 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 3 петли вместе, 2 лицевых, изнаночная, кромочная. Вот так у нас получается. Идет наша косичка. Вот она. Вот такая должна быть, да? Да. Опять дальше идет изнаночный ряд, который мы вяжем по рисунку. Итак, следующий лицевой ряд мы должны сместить еще на 1 петлю. 1 лицевая, 3 петли вместе, накид, лицевая, накид, и остается 3 лицевых петли, 2 изнаночных и столбик в зеркальном отражении. То есть 3 лицевых, накид, лицевая, накид, 3 петли вместе и 1 лицевая, 2 изнаночных и повторяем наш раппорт. 1 лицевая, 3 петли вместе, накид, лицевая, накид, 1, 2, 3 лицевых, 2 изнаночных и дальше в зеркальном отражении 3 лицевых, накид, лицевая, накид, 3 петли вместе, 1 лицевая, заканчиваем изнаночной и кромочной. Дальше опять у нас идет изнаночный ряд, вяжем по рисунку. Следующий лицевой ряд. 1 изнаночная, у нас остается 1 лицевая, мы вяжем 3 петли вместе, то есть изнаночная, 3 петли вместе, накид, лицевая, накид и 4 лицевых, 2 изнаночных и вяжем в зеркальном отражении, то есть 4 лицевых, накид, лицевая, накид и 3 петли вместе. Дальше 2 изнаночных и раппорт повторяется. 3 петли вместе, накид, лицевая, накид, 4 лицевых, 2 изнаночных и в зеркальном отражении 4 лицевых, накид, лицевая, накид, 3 петли вместе, заканчиваем изнаночной и кромочной. Изнаночный ряд, как всегда, вяжется по рисунку.
На этом наш раппорт готов. Дальше продолжаем так, как мы начинали с самого начала. То есть вяжем сначала 1 изнаночная, 8 лицевых, 2 изнаночных, 8 лицевых, 2 изнаночных, 8 лицевых, 2 изнаночных и так далее.